температура на улице упала до минус 50 градусов. Отловщики разыскивали по городу бродячих собак и не стеснялись выливать свою злобу и раздражение на животных горожане, по вине которых бездомные животные и появлялись на улице города, только восхваляли работу отловщиков и поощряли их жестокость. Эта неделя навсегда отпечатается в памяти Беллы. Она видела, как люди ловят ее друзей, как они жестоко к ним относятся, слышала их плач, в котором была мольба о помощи. Собака боялась, что ее постигнет та же участь, но на улице было не лучше из-за сильных морозов. Будучи высокой собакой, Белла никак не могла отыскать для себя безопасное укрытие. Неделю животное провело под грузовиками, скрываясь от отловщиков. Когда люди приближались, худая собака ныряла под машины и пряталась за колесами. В эти моменты Белла пыталась даже не дышать, опасаясь, что люди заметят ее. Все это время Белла не могла найти себе еду, она жила исключительно благодаря снегу, который ела, чтобы утолить жажду. Каждую минуту собака становилась все слабее, она понимала, что скоро у нее не останется сил убегать и прятаться. В порыве отчаяния собака забралась в машину мужчины, воспользовавшись тем, что он оставил двери открытыми. Мужчина был удивлен, когда увидел в салоне незваного гостя, но заметив, что собака очень слаба и совсем не агрессивна, он решил позволить ей погреться в машине. Пока Белла грелась, мужчина разыскал мой номер, он думал, что я нахожусь в Якутске. Как оказалось, Беллу он видел несколько раз за ту неделю, когда она пряталась от отлова. Мужчина согласился позаботиться о собаке неделю, пока мы будем ждать самолет. Правда, лучшее, что он мог предложить, держать Беллу на привязи во дворе. Мороз и истощение привели к тому, что собака страдала как от переохлаждения, так и целого букета сопутствующих болезней. Мне удалось найти местных волонтеров, которые взяли на себя заботу о собаке до тех пор, пока мы не сможем доставить ее самолетом в Москву. После перелета Белла на долгое время попала в стационар столичной клиники. Врачам и волонтерам удалось поставить собаку на ноги и справиться со всеми ее болезнями. Внешне Белла похожа на алабая. Она очень ласковая, жизнерадостная и сообразительная собака. Через 9 месяцев после того, как собака попала под нашу опеку, ее просто не узнать. Она набрала вес, стала активной и жизнерадостной, красивой и доброй. Белла всячески старается показать свою благодарность за спасение, ведь она думала, что та зима станет для нее последней.